Всем привет! Сегодня у нас подборка хитростей мастеров и секретные приспособления. Желаю приятного просмотра, смотрим, запоминаем и применяем. Так что погнали! Первая идейка, она простая. Бывают моменты, когда мы применяем усиленные шайбы для стягивания различных деталей. Ну, а что, если они кончились? Не бежать же в магазин, тратить время, а если уже вечер и магазины не работают, то выручить нас сможет обычная монетка. В нашей жизни встречаются много разных задач, и чтобы было легче с ними справляться, выучите и запомните вот такой гениальный и простой узелок. Завязывается он за пару секунд и также легко развязывается. Перевозите либо вы материалы или работаете на стройке и надо поднять инструмент на высоту, то с помощью такого узла сделать это очень легко. И вот как он вяжется. Обязательно, друзья, выучите этот узел. Уже долгое время пользуюсь аккумуляторной пилой АЕГ, и уже есть много хороших впечатлений. Минусов я от нее пока так и не нашел. Одни только плюсы. Самое крутое — это пропил доски в 54 мм, и этого на стройке хватает за глаза. Ну и с аккумулятором в 5 ампер по работе хватает на весь световой день. Хотя у пилы есть и подсветка рабочей зоны. Покупал в магазине всеинструменты.ру. Магазин проверен временем, проблем никогда не было. Ну а на пилу ссылку оставлю в описании. Обязательно гляньте, потому что своих денег она точно стоит. Делая различные самоделки, иногда требуются маленькие пружинки. И вот вам отличная идея, как их можно сделать, не вручную, конечно. Берем обычный гвоздь, у меня он в 200 мм, и сверлим отверстие, а потом еще отрежем шляпку. Теперь вставляем шуруповерт и получаем то, что нужно.
Друзья, еще хочу поделиться одним жизненным узлом. По-любому каждый сталкивался, когда нужно было связать две веревки. И либо нарастить, и обычный узел, он тут никак не надежен. Да потому что, во-первых, его потом уже хрен развяжешь, когда затянешь. Да и сам узел бывает выскальзывает. Поэтому заряжайте свой мозг вот таким простым и полезным узлом. В жизни реально пригодится. Это прям вот 100%. Если кто часто месит раствор в ведрах, там для мелких работ, для домашнего ремонта, то есть идея, как упростить работу, по очистке шпателя. Кстати, если знаете способы легче, то обязательно пишите в комментах. Пока знаю только вот такой один. Ну и теперь еще одна идея, как из простых вещей сделать приспособу, которая поможет, во-первых, удивить друзей, и второе, это приготовить вкусную закуску. Зацените эту идею, друзья, и напишите свои мысли в комментах, какие советы вам понравились, а какие нет.
Обязательно поставьте лайк, вам не сложно, а мне приятно. Подписывайтесь на канал. Всем желаю хорошего настроения, легких трудовых будней. Всем пока-пока. И, кстати, вот такие закусочки на шпажках, особенно на углях, получаются ну просто бомбические. Всем пока-пока.